должен сказать, что то, о чем я буду сегодня делиться, я бы сказал, это из ряда твердой пищи. I would like to say that what I will be sharing with you today, it is from the harder food. Забегая наперед, я хочу сказать, что всякий раз, когда об этом говоришь, Going ahead, I would like to say that every time you talk about this, буду откровенным, не все принимают это. I'll be honest, not everyone accepts it. Это касается очень некоторых, очень, я бы так сказал, таких моментов в нашей жизни, куда иногда говорят: лучше не трогайте меня. This touches those moments in our life where usually people say, don't touch, don't go into that part of my life. И особенно в это время, в которое мы живем, And especially in the time that we live in now, во время такой неприкосновенности, in a time of sensitivity, время, когда говорят: ты можешь поверхностно что-то сказать, но есть вещи, которые лучше не говорить. it's a time where we are allowed to say things that are on the surface, but deeper within, better not to talk about it. Но я молился о том, But I prayed about this, чтобы то, чем я буду делиться сегодня, and that which I will share today, хотя это твердая пища, even though it's hard food, мне кажется, I think, но она была понята but so it will be understood и правильно принята. and accepted correctly. Итак, Деяния апостолов, 21 глава, с 10 по 14 стихи. And so Acts chapter 21, verses 10 through 14. Одна из историй, которая произошла с апостолом Павлом. One of the stories that happened with Apostle Paul. Одна из множества историй его жизни, записанных в Деянии апостолов. One of the many stories written about Paul in the book of Acts. И забегая наперед, надо сказать, что история немного необыкновенная. And this story is a little bit unusual. Давайте прочтем, чтобы понять, о чем речь. Let's read so we can understand what we're talking about. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. After we had been there a number of days, a prophet named Agabus came from Judea. Апостол Павел с группой людей находится в городе Кесария. Apostle Paul with a group of people is located in Caesarea. И вот в это общение апостола Павла и людей, которые были с ним, это маленькое собрание, приходит пророк, про которого мы мало знаем, но имя его было Агав, пророк Нового Завета. And within this small fellowship where they are having this fellowship, in enters this prophet named Agabus. И вот дальше. «И войдя к нам, пишет Лука, взял пояс, ремень Павлов, и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святой, мужа, чей это пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Coming over to us, he took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, "The Holy Spirit says, in this way the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles." Лука искренне пишет то, как они отреагировали на это. Luke sincerely writes about how they reacted to this. Когда мы услышали это, то, что мы только что прочитали, то мы, это Лука и сотрудники, близкие апостола Павла, и местные верующие в Кесарии просили, чтобы Павел не ходил в Иерусалим. So when we heard this, what we previously read, we, that's including Luke and everyone with him, and the people there pleaded with Paul not to go up to Jerusalem. Почему? Why? Потому что они только что услышали, что произойдет в Иерусалиме с Павлом. Because they just heard what will happen to Paul in Jerusalem. Его сейчас там свяжут и посадят в тюрьму. They're going to bind him and put him into prison. Потому естественная реакция человеческой природы. And so the natural human nature reaction, Мы и сотрудники Павла, и местные верующие просили, чтобы Павел в таком случае лучше не ходил в Иерусалим. we and the people with us pleaded with Paul not to go to Jerusalem. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Then Paul answered, "Why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Лука пишет дальше. And Luke writes on. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет
воля Господня». When he would not be dissuaded, we gave up and said, the Lord's will be done. Когда мы не смогли уговорить Павла, успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». When we could not convince, when Paul could not be dissuaded, we gave up and said, the Lord's will be done. Если вы когда-нибудь внимательно читали эту историю, не знаю, останавливали ли вы свой взгляд, задевал ли вас этот вопрос, но меня точно. And I don't know, as you read the story very carefully, I don't know if you stopped during this part or if this question even interested you, but me, it did. Вопрос: почему они, их было много, близкие сотрудники Павла, а также местные верующие в Кесарии, почему они не смогли уговорить Павла не идти в Иерусалим? And so the question, why couldn't they being the close followers and the fellow workers of Paul and the Christians in that city, why couldn't they dissuade Paul to go to Jerusalem? Павел, тебе же сказано только что было, что произойдет в Иерусалиме с тобой. Paul, you've just been told what will happen to you in Jerusalem. Слово «уговорить» обширное. The word dissuade is very large. Уговорить — это не значит, один раз сказали: Павел, не ходи. To convince, it is not just one time they said, Paul, don't go. Это значит, убеждали, уговаривали, объясняли, за руку держали. It means they tried to convince him. They tried to grab his hand. They tried to force him. Уговаривали — это целый процесс. To convince, it's a whole process. Но почему они так и не смогли уговорить Павла? But why were they not able to convince him? Может быть, была проблема с характером Павла? Was there maybe a problem with Paul's character? Упрямый, упертый, не слушает никого. He's very stubborn. That's what it is. He's very stubborn. He doesn't want to do what they say. Может, это проблема была? Maybe that's the problem. Что они не смогли его уговорить из-за его упрямости? That they couldn't convince him because of his stubbornness. Но читая другие истории, послания Павла, мы ясно видим, что Павел был далеко не таков характер. But when we read all the rest of the letters and the stories about Paul, we see that he was far from stubborn. Поэтому, похоже, это не было причиной, почему они не смогли уговорить Павла. And so it probably wasn't the reason why they couldn't convince Paul. Может быть, они не имели достаточного авторитета перед Павлом, чтобы надавить и как-то его уговорить. Maybe they didn't have enough authority to maybe force Paul to stay. Мне кажется, что, учитывая то количество людей, близких сотрудников, которые были с Павлом не первый день и не в первом его путешествии, также Кесарийская церковь, если исторически посмотреть, из кого она состояла, у них было достаточно авторитета, чтобы уговорить его. Considering all the people that were there, all the fellow workers that have walked with Paul on many journeys, considering even the fact that the church of Caesarea was there as well, I think they did have enough authority to convince Paul. Это тоже не было причиной, почему они не смогли его And уговорить. so it wasn't the reason that they couldn't dissuade him. А может быть, имели очень мало убедительных фактов, чтобы остановить Павла не делать это. Or maybe they had only a few convincing facts to convince Paul. Может быть, Павел не верил в пророчество, которое было через пророка Агава. Maybe Paul didn't believe the prophecy of the prophet Agabus. Мне кажется, было достаточно веры у Павла и фактов окружающих, и Павел знал, что это не первый случай, когда уже с христианами разбирались таким образом, как было в этом пророчестве. Поэтому было достаточно фактов, чтобы поверить. I think there were enough convincing facts to prove that this was, in fact, a true prophecy because he's seen this over and over. Но почему же они не смогли так и уговорить Павла? But why could they not convince Paul? Я вам скажу единственный ответ. I'll give you just one answer. Они столкнулись здесь с тем, что Библия называет посвященность. What they encountered here was what the Bible calls consecration or dedication. Это что-то очень серьезное. It's something very serious. Это то состояние, которое не всегда возможно вообще объяснить и не всегда возможно понять. It is a condition that is not always possible to explain or easy to understand. Посвященность – это то, что чаще всего вообще невозможно ни понять, ни объяснить. Very often, dedication is something that we cannot understand. В моей жизни, в моем личном опыте с Богом была масса таких ситуаций, In my life, in my personal experience with God, I had many of these examples. которые мне было очень tяжело ответить и объяснить людям, почему я делаю так.
where it was very difficult to explain to people why I am doing или something почему не делаю так. or why I'm not doing something. И это было связано с посвященностью. And this was tied with dedication. Но когда я попытался много раз, объясняясь, сказать о посвященности, But when I would try to explain many times about this dedication, чаще всего я видел, как это вызывало непонимающую реакцию. more often than not, I saw a reaction that was not understanding. Потому что когда мы говорим о посвящении, Because when we speak about this consecration or мы заходим dedication, куда-то глубже. we go somewhere deeper. Мы трогаем что-то очень личное, We touch something very personal, то, что нам не нравится. what we do not like. Поэтому часто объяснить посвященность не так просто. And so very often to explain dedication is not И easy. вот то, что здесь произошло с Павлом, было не что иное, как посвященность, которую так тяжело было понять людям, которые были с ним. And what happened here with Paul was that same dedication that was so hard for those people around him to understand. Вот почему они не смогли его уговорить. That's why they couldn't convince him. Потому что Павел знал свое призвание. Because Paul knew his calling. Павел знал свою посвященность. Paul knew his dedication. И вы хоть привяжите его, And you can tie him up или отвяжите его. or untie him. Вы как хотите убеждайте You can try to его. convince him any way you want. Когда ты знаешь свою посвященность, But when you know what you are когда ты dedicated знаешь to, свое when you призвание, know your calling, это невозможно порой объяснить. it's not possible to explain И невозможно sometimes. порой понять. It's not possible to understand Но sometimes. это то, что очень часто держит нас на правильном плаву. But it's that what keeps us on the right path. Вот почему, друзья мои, That's why, my friends, Павел Paul, не согласился с людьми, которые его уговаривали. he didn't agree with the people who tried to convince him. Вот почему очень часто, когда мне задают много раз вопросы, That's why when people ask me many questions, пастор, почему ты не делаешь так? Pastor, why don't you do this? Я не буду сейчас даваться даже в детали, которые мне сегодня спрашивают люди. I'm not even going to go into the details of what people ask me. И иногда странно, я смотрю в глаза, смотрят и не понимают, почему ты все-таки не делаешь так. And very often I see that strange look, people looking at me and wondering, why do you not Павел, do ну this? все уже так, пастор, ну уже все так делают. Pastor, but everybody's doing it. Пастор, уже многие приняли такие решения. Pastor, many people have made this Пастор, decision. уже многие сделали такие выводы. Pastor, many people have come to this Почему conclusion. ты не делаешь Why are так? you not doing Почему у it? тебя нет этого решения? Why are you not making this Я не decision? знаю, как объяснить. And I don't know how to explain Но it. если одним словом, But with one word, когда ты знаешь свое посвящение, when you know your то dedication, ты на все в жизни, then in everything in на life, каждый шаг in жизни every step of life, смотришь через посвящение. you look through that Ты dedication. каждое движение жизни решаешь через призвание. Every movement, every decision you make is through that calling. Абсолютно все делаешь через призму посвящения. Absolutely everything, you do it through that Ты dedication. решаешь, как быть. You make a decision how to Ты be. решаешь, где жить. You make a decision where to Ты live. решаешь, на ком жениться. You decide who to Ты marry. решаешь, за кого выйти замуж. You decide who to marry. Если имеешь посвящение или призвание, If you have that consecration то dedication, именно через это. then specifically through this. Я когда женился, When I got married, разговаривал со своей будущей женой Аней. I spoke to my future wife, Anna. И одним из разговоров нашим был, хотя мы любили друг друга, And one of our conversations was, even though we loved each но other, я сказал ей, I told her, ты прекрасно знаешь, кто я. you know who I am. Ты знаешь мою жизнь. You know my life. Ты знаешь мое призвание. You know my calling. Ты знаешь мое You посвящение. know my И хотя consecration. я тебя люблю, And even though I и love хочу, you, чтобы ты вышла за меня and I замуж, want you to marry me, но but я даже этот вопрос решаю через призму моего призвания и посвящения. But even this decision is being made through that И dedication. если ты сейчас скажешь, что я не буду разделять твое призвание и посвящение, я расстанусь с тобою. And if you tell me right now, I will not take part in this dedication with you, I am leaving Это you. странно звучит. It sounds strange. Да, влюбленный парень, когда так говорит, это звучит странно. Yes, a young man in love, when he says that, that's strange. Но я привык и так понимаю правильным, я сейчас буду говорить об этом в Библии, чтобы все в жизни решать прежде всего через посвящение. But I got used to it and I accepted that every decision that I'm going to make in my life, it will be through that dedication. Здесь в Америке 28 лет живя, Here in America, living for 28 я years, много решений имел. I have had many decisions Но that I've had to всякий make. раз, когда я их имел, But every time that I had to мой make them, первый пункт, который был определяющим, my point, number one, that established everything, это посвящение, was это dedication. призвание. It was my calling. Это состояние, которое не всегда возможно понять и It's объяснить. that state in which I cannot explain. Но это состояние, через которое очень важно
правильно смотреть на все вещи в жизни. but it is a state in which we need to have to be able to look at things Поэтому correctly тема in our наша life. сегодня посвящение. And so our topic today is consecration or dedication. Корень в слове посвящение священ. So the root in the word dedication is sacred Или свят, святой, святость, что значит отделенный. or holy, hallowed, holiness, which means separated. Другими словами говоря, посвящение – это отделение. In other words, saying that I'm dedicated, I am separated. Вот почему, как я сказал в начале, это тяжелая тема. That's why I said in the beginning that this topic is very heavy. Потому что, когда мы говорим о посвящении, Because when we are speaking about а я dedication, больше чем убежден, что все христиане, без исключения, должны иметь посвящение. and I am convinced that every single Christian, without doubt, needs to have that dedication. После покаяния, After repentance, после рождения свыше, after being born again, должны иметь посвящение. you have to have dedication. Так вот, многие люди не до конца понимают, что это. And so many people don't understand this fully. Но в самом деле посвящение происходит от слова священ, свят, But in reality, this word, this dedication comes from holy, что hallowed, означает отделение. which means separated. И вот отделить некоторые вещи And so to separate some или things посмотреть на наши жизненные вещи через отделение себя для Бога, так бывает сложным для людей. or to look at the things that happen in our life through that separation is very difficult. Давайте прочтем числа, 8 глава, несколько стихов. Let's read from Numbers chapter 8, a few verses. Было указание Бога следующим. God said the following. Аарон пусть совершит над левитами посвящение пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу. And then Aaron shall dedicate the Levites to me as a special gift from the Israelites so that they may do my work. И поставь левитов перед Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение Господу. And thou shalt set the Levites in the sight of Aaron and of his sons, and shall consecrate them, being offered to the Lord. Это значит, отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. And this means, thus you shall separate the Levites from among the sons of Israel, and the Levites shall be mine. В отличие, драгоценные мои братья и сестры, от Ветхого Завета, Новом Завете, The comparison between the Old Testament and the New Testament, левитами являются все. Levites include everyone. Служителями являются все, а не отдельные персоны в церкви. Ministers includes everyone, not just specific people. Если в Ветхом Завете были отдельные группа людей, которых нужно было отделить для служения Богу, If in the Old Testament they took certain people and separated them for service for God, то в Новом Завете then in the New Testament, Бог сделал нас всех служителями Нового Завета. God has made us all ministers of the New На Testament. нас всех лежит определенная ответственность выполнить свою миссию в Церкви Иисуса Христа. Every one of us has the responsibility to fulfill the mission of Christ on this earth. И если вам нравится это или не нравится, ну послушайте меня. Whether you like it or not, listen to me. Ты должен быть посвящен. You need to be Это dedicated. значит призван в определенное служение. That means you are called in a specific И ministry. выполнять определенную миссию на And you земле. fulfill that specific mission or ministry on this earth. Это должно быть четкое отделение твоей всей остальной жизни для Бога. This has to be a very clear separation from the rest of your life for God. И знаете, чем это выражается? And you know how this is expressed? Многие люди, как я вижу, когда говорим о посвящении, думают только о духовном мире. I see many people who think that dedication means just part of the holy world. Но в реальности, говоря о посвящении, говорилось об физическом выражении. But in reality, it was speaking about the physical expression. Если языком Нового Завета сказать, давайте прочтем Римлянам 12:1, как это объясняется. If we want to look into the New Testament, how does it explain this? Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим, представьте, я красным выделил, что? Тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. And so it says, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your what? Your bodies, a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Посвящение касается непосредственно нашего физического выражения. Dedication is expressed through our physical attributes. Почему это важно? Why is that important? Потому что многие христиане думают, Because many Christians think что посвящение это только на духовном неком уровне происходит. that dedication or consecration happens only on like a spiritual
spiritual Но я level. же Бога не отвергаю, я Ему сказал, что верю, служу. But I'm not turning away from God. I believe in Him. I serve Я Him. Ему молюсь, я с Ним имею персональный контакт. I talk to Him. I have a personal contact with Молодцы, Him. здорово, это правильно. That's great. That's good. Но посвящение касается тела физического. But dedication requires your body, your Моего physical body. персонального физической моей жизни, времени и всего остального связано именно с моей земной жизнью. My personal, my physical, my body, my time, everything that is tied on this earth. И Павел здесь так и говорит, And that's what Paul says here. когда говорит о посвящении. When he speaks about this Он говорит, consecration, отделите ваши тела служить Богу. he says, separate your bodies to serve God. То есть все ваши, я так скажу своими словами, все ваши, как я говорил вначале, решения земные, физические, материальные, обычные, жизненные, решайте обязательно, смотря на этот принцип. And I'll say it in my own words. Make all of your decisions, whether they're material, physical, no matter what decision you have to make in your life, tie it with this. Почему это важно? Why is that important? Потому что многие христиане, Because many Christians, они думают, что они отдали свою жизнь Богу, they think that they have given their life to God. духовно у них как будто бы все с Богом налажено, Spiritually, it seems like everything is good between them and God. но тела их не предоставлены, их физическая жизнь не соразмерена того, чтобы быть посвященным Богу. But their bodies, they haven't been presented, dedicated to God. Как раз выражение посвящения касается нашей физической жизни. And that's why the expression of dedication, it involves our physical Вот life. почему я сказал, That's why I said, что когда мы говорим о посвящении, это тяжелая when тема. we're speaking about dedication, it's a difficult topic. Потому что здесь мы касаемся не просто сферы духовной, Because we're not just talking about the spiritual а aspect, физической сферы, but the physical as well. где люди говорят, не трогай физическую мою сферу жизни. Where people say, do not touch the Мою physical aspect земную of my life. жизнь не трогай. My earthly life, don't touch it. Достаточно, что я имею отношения с Богом. It's enough that I have a relationship with God. Но где мое тело? But where my body is, Жертвую ли я своим телом? am I sacrificing my body? Отдаю ли я свое тело, время, силы для Бога? Это вопрос для многих на втором месте, а для некоторых и дальше. Am I giving my body for the time, for the dedication to God? That's none of your business. А я вот что вижу. But this is what I see. Как я говорил, и я буду повторять это много раз сегодня. And I will repeat this many times. Все наши решения жизненные All of our decisions about life должны обязательно на первом месте рассматриваться через посвящение. need to be viewed first through dedication. Потому что мы часть церкви. Because we are part of the church. Потому что мы часть тела Христова. Because we are part of the body of И Christ. поэтому мы не можем по-другому принимать решения, делать выборы, и, как я уже сказал, на всех сферах нашей жизни. And so we cannot make these decisions and do anything else in our life. Мы будем сейчас об этом говорить. But that's what we're going to talk about. Итак, когда мы говорим о посвящении, And so when we talk about dedication, мы говорим, что это выражается физически. we are saying that it's expressed physically. Таким образом, And it's so, я назову вам 3 выражения. I will name 3 expressions for you. Первое – First, самоотдача, самопожертвование и самоотверженность. self-surrender, self-sacrifice, selflessness. Это то, что не могли понять люди с Павлом, которые имели дело. That's what the people who were with Paul, they couldn't understand. Это то, что не могут понять люди сегодня, когда имеют дело с посвященностью. It's what people can't understand today who talk about dedication. Я помню, это была не первая история и не единственная история, но много раз я это слышал. I remember, and this is a story that's happened many times, Даже как-то не так давно and it happened not too long ago. слышал вопрос. I heard a question. У нас есть много миссионеров в миссии, вы знаете. We have a lot of missionaries out on the field. Я много раз слышал следующее. And I heard the following many times Про многие семьи, about many families которые Бог позвал, that God has called, дал им призыв, has given them that calling чтобы уехать служить в очень неблагоприятные места. to go into places that are very difficult to live И in. вот не так давно у меня был вопрос, например, о семье, которая служит в Папуа-Новой Гвинее, миссионеры, которые приезжали к нам неоднократно наши. And Помните? so I had a question about one of the missionaries that serves in Papua New Guinea. You guys remember them? They came to visit us Они recently. получили сейчас визы и снова вернулись в Папуа-Новая Гвинея. They received their visas. They went back to Papua New Guinea. И некоторые люди смотрят на их жизнь. And some people look at their lives, И не единственный человек, а несколько уже было вопросов, задают вопрос and мне. it's not just one person that asked me this question. It's many people that have Как asked это me this. можно объяснить?
How can you explain Но что this? будет с их детьми? What will happen to their kids? Они живут в джунглях. They live in the У jungle. них подрастают дети. Their kids are growing up. Неужели они не думают о будущем детей Do своих? they not understand or do they not think about the future of their А что children? будет с детьми? What will happen to their Где они kids? получат образование нормальное? How will they receive their education? Знаете, по-человечески это так тяжело понять. You know, in our human nature, it's so difficult to understand. Я не говорю сейчас, что это каждый должен так пережить. And I'm not saying that every person is supposed to live this way, Но когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, but when we encounter these types of это situations, посвящение. it's Это dedication. так тяжело понять. It's so difficult to Это вообще understand. странно все выглядит. It seems so strange. Хочется взять их за You руки just want to take them by the и hand. сказать, ну ваши же дети в джунглях, ну подумайте о их And you будущем. just want to say, your kids are being raised in the jungle, think about their И future. по-человечески оно так есть. And it seems that way in our human Но это nature. как раз и есть посвященность. But that is dedication. Физическая самоотдача, физическое самопожертвование, физическая самоотверженность. Physical self-surrender, physical self-sacrifice, and physical selflessness. Второе – это то, что называется преданностью. Не просто поверхностью, но какой-то погруженностью, отделенностью, верностью. And the other is devotion, immersion, not just on the surface, loyalty and separation. Это так тяжело бывает людям понять. It's so difficult for people to understand. Но когда ты погружаешься в то, к чему ты призван, But when you immerse yourself in your calling, когда ты посвящаешься в это с глубиной, с головой уходишь в when это, you devote yourself to this with your head, your whole body into it, когда ты предан этому, when you are committed это to this, тяжело понять. it's so difficult to Это так не understand. хочется в свободном демократическом мире слышать. You don't want to hear this in the world of freedom and democracy. Когда так хочется жить свободно. You want to just live in freedom. Но преданность, погруженность, отделенность, жертвенность – это есть то, что так тяжело воспринимается, но так ценится Богом. But devotion, immersion, loyalty, and separation is so difficult to do and understand, but it is so valued by God. Это цена, которую платят люди. And this is the price that people pay. Это лишение чего-то себя ради чего-то другого приобретения. It's the decision of giving yourself to receive something in return. Чего вам лишать ваших деток в Папуа-Новой Гвинее, в Непале, в Африке или еще где-либо всех тех благ, которые вы могли бы не лишить? Для чего? Why would you take away all the freedoms and everything that they can have here and take them to Africa, Papua New Guinea, no matter where? Why would you do Я that? знаю, о чем мы сейчас думаем. I know what we're Мы thinking сейчас right будем об now, этом говорить. and we're talking about it. Но это так тяжело понять, если ты не понимаешь до конца посвященности. And it's so difficult to understand if you don't fully understand what dedication is. И вот многие люди, они так решают все свои вопросы. And many people, that's how they make their decisions, Через посвященность. through dedication, Через призвание. through their calling. Это очень важно. And it's so important. Смотрите, Павел продолжает, Римлянам 6 глава. And look, Paul continues in Romans chapter Благодарение 6. Богу, что вы прежде рабами греха были, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. But thanks be to the God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed. And having been freed from sin, you became slaves of righteousness. Это звучит странно. It sounds strange. Были одними рабами, стали другими You were рабами. slaves of one thing, now you're slaves of another. Кажется, ну если уже то рабство греховное было, вышли, уже не хочется никакого другого. And it seems like when you were freed from that slavery of sin, you don't want to enter into another slavery. Простите, но посвященность – это рабство. I'm sorry, but dedication хорошем is смысле slavery слова. in a good sense of the word. Да. Yes. Почему я иногда молодым говорю, женитьба, замужество – это тюрьма. That's why I say very often to the young people, like getting married is like jail. Это ты посвящаешь себя на всю жизнь определенным жертвам, рамкам. Ты раньше жил свободно, когда хочу приду, когда хочу уйду, куда захочу пойду, а теперь ты ограничен. It is a devotion in which now you have sacrifices that you have to constantly make. You used to be able to go anywhere you want, wake up whenever you want, but now you have to be within that sacrifice. Ты как будто бы попал в рабство. It's as if you entered into slavery, Но это же хорошее рабство. but it's a good kind of slavery. Вот так точно в духовной жизни. And it's the same thing with our Мы spiritual были life. рабами греха, We have been slaves of sin. вышли от него. We have exited. И Библия говорит, мы должны стать другими рабами. And the Bible says we need to become slaves of something else Через посвященность. through our dedication. Дальше он продолжает. Говорю вот таким образом, по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей.
I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. Он говорит, то есть я хочу это объяснить доступно, чтобы вы поняли. He says, I want to explain this in a way for you to understand. И потом говорит, вот то, что мы говорили, посвящение выражается физическим выражением, а не просто духовным. Я Богу служу, я Бога люблю, я Богу верю, и на этом все. And then he says what we are talking about, that dedication is through the physical. Он говорит, как предавали вы раньше члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так сейчас предоставьте ваши тела, вашу жизнь всю земную, в рабы праведности на дела святые. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. Посвящение выражается отношением. Dedication is expressed Как мы говорили, by relationship. посвящение или посвященное отношение, это, другими словами говоря, жертвенное, всецело отданное, погруженное с головой. Like we said, a dedicated relationship is sacrificial, completely given over, completely absorbed, submerged headlong. И вы знаете еще, почему в наше время тяжело об этом часто говорить? And do you know why in our time it's difficult to talk about this? Потому что в Церкви Иисуса Христа, Because in the Church of Christ, я не говорю, что я против этого. I'm not saying that I'm against this. То, что я сейчас скажу, это здорово. What I'm about to say, it's good Это прекрасно. and it's wonderful. Но иногда, если неправильно к этому относиться, But sometimes when we don't have the right attitude towards it, то можно потерять понимание посвященности. then we may lose that understanding of Вот, dedication. в наше время в Церкви Иисуса Христа бытует следующее понимание. And so in our church, at the Church of Christ, there is this following Вот в understanding. Церкви есть люди на full-time, There are people in church who are full-time. на full-time время, They dedicate their full time of получают time. поддержку какую-то церковную, может They быть. receive finances or Вот они payment, пусть и будут посвященные и отделенные, и все делают для нас. and they do everything. They're dedicated and they're doing everything we need. Это здорово, если церковь имеет возможность иметь кого-то на поддержке, на full-time и так далее, на зарплате. Это прекрасно. And it's wonderful. It's wonderful if the church can afford to have a person who's fully dedicated and committed and they pay them for it. Но, к сожалению, именно такой взгляд породил неправильное понимание к посвящению. But unfortunately, this view has also sort of distorted the understanding of И dedication. большие церкви, когда стали иметь возможным иметь определенных людей, группы прославления, пасторов и так далее, на full-time зарплате и так далее, они сделали то, что породило непонимание правильной посвященности. And so the big churches nowadays who have hired special pastors, leaders, and they pay them for their ministry, it has now birthed a misunderstanding of this word dedication. Вот они посвященные, They are dedicated, а я на работе работаю. but I work, У меня нет возможности быть посвященным. I don't have an opportunity to be dedicated. Это породило неправильный взгляд, то, что Библия учит о посвященности. And this has caused a wrong view of what the Bible talks about when it talks about dedication. У нас в церкви нет ни одного человека на поддержке церковной. In our church, we don't have anyone who gets paid for У the нас нет ни ministry. одного человека на full-time ministry. There is not one person here that has full-time ministry. Кто будет посвящен? Who will be dedicated? Это неправильный взгляд, что посвящены только те, как я уже сказал, через современный взгляд на церковь, которые освобождены церковью для служения. It's not right that only those people who are truly dedicated to their calling are those that get paid for their ministry. Это хорошо, если такая возможность есть, дай Бог. It's good if you have that opportunity. May Это God grant помогает it to you. служить, давать больше времени. It helps us to give more time. Но это ошибка думать только таким образом о посвященности. But it- Если меня возьмете на full-time ministry, я буду посвящен. But it's wrong to have this view on dedication. You can say to me, oh, fine, I will be fully dedicated if you pay me for my ministry. Это ошибка в современной церкви. That is the mistake of the modern church. Так не думал Павел, так не думали апостолы. Paul and the apostles did not think this way. Поэтому не понимали этого Павла и других апостолов, их взгляд на жизнь, их посвященность, их жертвенность, их самоотдачу. And so that's why people, they couldn't understand Paul and the apostles' dedication, their commitment, their selflessness. Повторюсь, я за, когда есть возможности, о которых мы сейчас говорили, And но again- это все равно не вопрос, на который должны мы опираться, чтобы говорить о посвященности. And again, I will repeat myself that it's great if you have an opportunity, but this is no excuse if they cannot pay you for your full-time ministry. Даниила 5:27, ты взвешен и на весах, и найден очень легким. Daniel 5:27, you have been weighed on the scales and found wanting. Знаете, братья и сестры, можете меня не понять, но я буду откровенен. You know, brothers and sisters, you may not understand me, but I want to be sincere. Но Бог взвешивает нас на предмет посвященности каждого, а не только пастора и каких-то отдельных личностей в церкви.
God weighs every single one of us on our dedication, not just pastors and leaders. И давайте будем откровенными. And let's be honest. Когда Бог нас взвешивает на предмет посвященности нашей, When God weighs us on that scale of dedication, мы куда затягиваем? where do we fall? Мы найдены часто очень легкими. Are we very light? Посвящение для нас это номер 2, 3, 5. Dedication is number 2, 3, 5. Или мы найдены на этих весах взвешивания нашей посвященности в самом деле теми, которые посвящены. Or are we found to be dedicated correctly with those who are also dedicated? Но если более конкретно, мы насколько вообще посвящены Богу? But if we could be more specific, how much are we dedicated? Вы скажете, на 100% должны быть посвящены те, кто на full-time ministry? Are you saying that everyone who's in full-time ministry needs to be 100% dedicated? Мне больно, что церковь так стала думать последнего времени, современная церковь Иисуса Христа. It hurts me that the church, the modern church, thinks in this way. Посвящен насколько? How dedicated are you? Мне кажется, если бы так люди посвящались, когда замуж выходят, женились, как с Богом посвящаются. It seems to me that if you were as dedicated to your spouse, to God, as you were to your spouse when you get married, Было бы масса непонимания. there would be so much misunderstanding. Я сочитываю, представьте пару и спрашиваю, ты готов быть посвящен своей семье, жене на 100%? Imagine, I ask a couple standing in front of me, are you ready to commit yourself 100% to your Было wife? бы странным услышать, на 50 да, на 100 нет. It would be weird to hear 50% yes, 50% Какая no. девушка пойдет замуж или парень возьмет в замужество девушку, если нету полной решения посвященности? What woman or what man would go for someone who is not fully dedicated? Когда мы говорим о служении Богу, When we talk about service to God, будьте честными. be honest. Многие люди служат Богу без посвященности. Many people serve God without dedication. Это что значит? And what does this mean? Это значит, они говорят, мы с Богом отношения имеем, мы покаялись, мы исповедовались, мы Ему жизнь отдали, мы в Него верим. This means that I have a relationship with God, I have repented, I have given my life to Him. А вот тело свое, время свое, жизнь свою физическую, они абсолютно не процеживают через посвященность. But our physical life, our body, our time, they do not dedicate to the Все service. остальное, что касается посвященности, часто по возможности, частично, в зависимости от обстоятельств и так дальше. Very often, the way we treat dedication is not dedicated when I can, partly depends on the circumstances. Смотрите, как Христос об этом говорит. And look what Jesus says about Марка this. 8:34. Mark 8:34. Подозвав народ с учениками своими, сказал, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. And he summoned the crowd with his disciples and said to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Марка 10:38. Mark 10:38. А кто не берет креста, но все-таки идет за мною, тот недостоин меня. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Еще Луки 14:27. Another А one, кто Luke не 14:27. несет креста своего, но идет за мною, не может быть моим учеником. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Слушайте, странное хождение за Богом. Listen, it's a very weird way to follow God. Оказывается, есть два вида хождения за Богом. It seems like you can follow God in two ways. Кто не несет креста и идет, Who does not carry his cross but follows идет же за God. Богом. He's following Идет God, только right? без креста. He's going but without the cross. И другой вид хождения – это несущие свой крест и идущие за Богом. And the other is who does follow God and does take up their cross. Послушайте, что говорит Христос. Listen what Christ says. Идти за Христом без креста Going after Jesus without the cross, – это значит без посвящения. it means no dedication. Это означает быть недостойным Его, и невозможно называться Его настоящим учеником. It means he is not worthy and he cannot be my disciple. Многие люди думают, что крест – это болезнь. Many people think that cross is a sickness. Если крест – это болезнь, то не приходите молиться за исцеление. If the cross is a sickness, then don't come and ask for healing. Потому что если Бог исцелит вас от вашего креста, болезни, а где же крест ваш будет? А без него за Христом нельзя идти. Because if God is going to heal you and you're going to be healed, then that cross is gone. Who are you going to follow then? Некоторые думают, что крест – это моя неверующий муж, неверующая жена. Some people say that my cross is my unchristian wife or husband. Если это ваш крест, то не молитесь о их покаянии. If that is your cross, then don't pray for their Потому что если Бог их repentance. спасет, и вы останетесь без креста. Because if God saves them, you have no cross now. Послушайте, это далеко не крест. Listen, that is not the Это cross. вообще не крест. It's not cross at all. Об этом молиться надо, что Бог исцелил, спас и так далее. We
should be praying for healing, for salvation. Крест – это то, что надо искать, надо нести, а не искать, как от него освободиться. The cross is something we must carry, we must seek out, not to get rid of. Крест – это посвящение. Cross is the dedication. Крест – это призвание. The cross is our calling. Крест – это оплатить цену. The cross is paying a Крест – price. это отдать время. The cross is giving our Это time. свое тело посвятить для Бога. It's dedicating our time to God. Это то, что ты делаешь, и когда таким образом идешь за Христом, это называется идти за Ним с крестом. When you are following Christ and you are dedicated, that means that you are carrying your cross. Но парадокс. But there's a paradox here. Масса христиан A huge amount of Christians говорят, я иду за Христом. say, I follow Christ. Но присмотрись, они без креста. But look, where's their cross? У них нет They посвящения. don't have У dedication. них нет They призвания. don't have a calling. Они ничего не хотят брать на себя. They don't want to take anything upon themselves. Ничем жертвовать. They don't want to sacrifice. Они ссылаются на массу разных причин. They put this off on many different reasons. Почему они без креста идут за Христом? Why they follow Christ without their cross. Хочу сказать, сколько хочешь, иди без креста за Христом. Это бесполезное хождение. And I want to say, you can follow as much as you want Christ without that cross, but it's useless. И это не мой вывод. And it's not my Это Христос experience. сказал. That's what Christ said. Кто идет за мною, Who follows me, но без посвящения, без креста, тот недостоин меня. but without dedication, without the cross, you И are not быть не worthy. может моим учеником. And you cannot be my disciple. Это очень серьезно. It's very Я serious. хотел бы сегодня, And I would like today, когда мы говорим еще раз и еще раз о посвящении, as we talk again and again about dedication, сестры и братья, чтобы мы почувствовали, вот когда Бог нас взвешивает через посвященность, brothers and sisters, for us to feel how God is weighing us out based on our а dedication. точно ли я посвящен, призван на все 100%? Am I dedicated, committed 100%? А как ты можешь это вообще доказать? But how can you even prove this? А ты все решаешь в своей жизни через призму посвящения? Do you make that decision based on your dedication? Или посвящение на последнем месте? Or is dedication last in your life? Так много и так часто тяжело это понять. It's so difficult to understand this Я уже sometimes. говорил, я много раз с этой жизнью своей сталкивался. Like I said, I encountered this many times in my life. Чего ты вот так не сделал, туда не пошел, таким не стал и так далее и тому подобное? Why did you not do this? Why did you not go there? Why did you not become this way? And so on and so forth. Потому что есть посвящение. Because I have dedication. И трудно объяснить это. And it's difficult to explain. Но, как я уже сказал, есть ряд причин, But like I said, there's many reasons с которыми сталкиваясь мы, или которые, имея в виду или в наличии, мы теряем посвящение. that due to which we lose that dedication. Давайте прочтем и найдем 3 причины. Кстати, это распространенные самые причины, которые влияют на то, что люди отказываются от посвящения. Let's find 3 reasons. Let's go through these 3 reasons on why people lose that dedication or don't want to Называя это dedicate, уважительными причинами. calling them valid reasons. Первое First, – это суета и забота. that's vanity or responsibilities. Заботы, мечты, цели жизни. Concerns, dreams, goals. Грех? Нет. No sin. Это не грех. It's not sin. Это не грех. It's not sin. Но, к сожалению, когда это ставится на первое место, But unfortunately, when it takes first place in our lives, посвящению нет возможности быть. dedication cannot be there. Луки 14:18. Luke 14:18. Помните эту историю, эту притчу, рассказанную Христом, когда призывались люди на брачный пир? You remember this story, this proverb that Jesus spoke about the bride and И groom. вот уважительные, в кавычках, причины, первая из них, которые были, чтобы отказаться. And so here are the valid reasons that were given to reject going there. Первый сказал: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Это что, плохо покупать землю? Is it bad to buy a field? Нет. No. Это нормально землю покупать. It's normal to buy a field. Но почему это в этой притче выставлено как отрицательное влияние или причина? But why in this proverb is it viewed as a negative reason? Есть одно простое объяснение, братья и сестры. There's a very simple explanation, brothers and Когда мы sisters. говорим о наших заботах, наших мечтах, наших целях, это неплохо. When we talk about our responsibilities, our dreams, our goals, it's not Но bad. если перепутать местами, But if you put them out of place, это самое большое то, что плохо. that is the worst thing. Смотрите, сказал: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Look, he said, I have just bought a field. I must go and see it. Please excuse me. Вы чувствуете здесь игру слов?
Oh, you hear a play of words here. Слушай, хочется так и спросить, а ты что, покупал землю вслепую? You want to say, did you buy that field while being blind? Я не думаю. I don't think so. У него была возможность увидеть то, что он берет свою покупку. He had the opportunity to see what he was buying. Но знаете, очень часто заботы, мечты, наши цели, But you know, very often our responsibilities, our dreams, our goals, даже хорошие, even the good ones, даже правильные, even the correct но ones, если они не на правильном месте стоят, but if they are not in the right place, они отвлекают нас от главного. they distract us from the most important Для thing. примера, помните историю с Марфой и Марией, когда Иисус пришел в дом Лазаря? For example, you remember the story of when Jesus came to Lazarus. Помните, там Марфа себе готовит обед, ужин, не знаю, Мария слушает Христа. You remember that Martha is preparing the dinner, the lunch, whatever it was, and then Mary is sitting there and listening to Christ. Помните слова Иисуса к Марфе? And you remember Jesus' words to Martha. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно тебе. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only У one. меня вопрос к Христу. I have a question to Это Christ. что, плохо, что она заботилась об этом? Is it bad, the fact that she was taking care of you? Это что, не надо готовить кушать? She doesn't have to prepare a meal? Надо. Yes, she does have to. Это правильное дело. It's a good thing to do. Но где-то было перейдена граница времени, переставлено что-то не на то место. But something wasn't put in its right place, the time. Потому Христос здесь так выражает, ты заботишься и суетишься о многом. And so Jesus, that's why he said that you are worried and upset about many things. Видите, другой перевод говорит, за много, Too many things. за лишнее. Too many extra things. Из-за того, что ты попала в это вот, да, ты сейчас готовишь кушать, и ты правильное дело делаешь. Но когда это за много, за лишнее, когда ты уже из-за этого потеряла главное, это проблема твоя. Yes, it's a good thing that you're cooking, you're preparing, but when you have done too much, you're doing too many things that now it's distracting you from the most important thing, that's when you've lost it. Заботы, мечты, цели, все это суета нужная, и она нас сопровождает по жизни, и это надо иметь в жизни. These dreams, responsibilities, goals that we need to have them in our lives, yes. Но если это за лишнее, если это уже теряет ориентир в нашей жизни, из-за этого у меня нет времени на посвящение Богу, If it is the reason, if it causes us to not have dedication to Christ, это беда. that is a bad thing. Смотрите, Екклесиаста 9:11. Listen to Ecclesiastes 9:11. «И обратился, и видел я под солнцем, что непроворным достается успешный бег, и не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не уразумное богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». I have seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all. «Ибо человек не знает своего времени, и как рыба попадается в пагубную сеть, как птица запутывается в силках, так сыны человеческие улавливаются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Moreover, no one knows when their hour will come. As fish are caught in a cruel net, or birds are taken in a snare, so people are trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. Что здесь говорится? What is being said here? Что если мы делаем какие-то вещи не в своевременно, That when we do something not within its time, если мы делаем какие-то вещи не в нужное время или не в правильное время, если у нас неправильно расставлены приоритеты, when we are doing something not in its correct time, our priorities aren't set straight. мы попадаемся, как эти птицы и как эти рыбы. We get caught like these birds and these И эта fish. суета-сует настолько затягивает людей. And these responsibilities, Они перестают быть посвященными. they stop being У dedicated. них People нет drown. времени. They don't have time. У них нету даже взгляда на свою жизнь через They посвящение. don't even have that view of their life through that dedication. Их мечты, цели, планы жизни входят на первый пункт. Their dreams or goals are number one. Пусть они будут там, я не против. And may they be up there. I don't Но mind. надо на эти все планы, мечты и цели смотреть через посвящение, But you have to look at all these plans, dreams, and goals through that через dedication, призвание. through that calling. Это звучит, может быть, слишком принципиально, Maybe it sounds very specific, очень принципиально. very specific, Но это говорит Бог. but this is what God says. И говоря об этом, есть такие места в Библии, которые мы, как-то, знаете, не любим читать, или если даже читаем, то пытаемся объяснить как-то так, как нам удобно. And you know, speaking about this, there are certain scriptures or verses in the Bible that we don't like to read, or even when we do read them, we try to explain them so that it's more comfortable for Вот, us. например, Here's an example. Христос говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше пищи и тело одежды».
Therefore, I tell you, Jesus says, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Иисус, почему так в лоб прямо? Jesus, why are you saying this so Это directly? слишком больно. It's too painful. Как это не заботьтесь? What do you mean, do not В worry? смысле? What do you mean? А что я буду есть и пить? What am I going to eat И and во что я drink? буду одеваться? What am I going to wear? Вы знаете, вот эти тексты Писания странные, но очень прямоугольные. You know, these verses, they're very strange, but they're very direct. Я думаю, это мое мнение, были сказаны Христом для того, And I think, this is my opinion, that Jesus said this because, чтобы просто отрезвлять людей. just to irritate people. Потому что если их не отрезвлять, Because if you don't, то эта забота о том, что есть, что пить, цели, мечты, правильные, нужные, они заберут нас с потрохами, братья и сестры. because these needs that we need to eat or drink or what we will wear, they will tear us apart, my И friends. забирают. And they distract us. И многие уже давно там. And many people are already there. Посвящение далеко не на первом месте. Dedication is not in the Пусть first на place. full-time ministry будут посвященные. May the other people who are in ministry be dedicated. К сожалению, это неправильный взгляд. And unfortunately, this is the wrong Христос view. продолжал, я не буду все перечитывать. Jesus continued, I won't read everything. Приводит пример птиц небесных. He brings an example of Как ей the хочется поспорить с the Иисусом. birds of the air. You want to argue with Так Jesus. что, я как птица, кто же мне даст мою кормушку? And so, am I like a bird of the air? Who's going to give me that food? Странные слова. Weird words. Ладно бы я написал, могли бы сказать, перегнул палку, пастор. Maybe I would have written them and you would say, well, you know, he went a Но little too почему far. Христос об этом говорит? But it's Jesus who talks about this. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Всего этого ищут язычники, а Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду в этом. Ищите прежде Царство Небесное, все это приложится вам. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Лучше бы это было не написано, It's better for this not to be written, потому что это вызывает столько вопросов. because this calls out so many Это questions, так задевает за живое. and it touches the sensitive Это так areas, сейчас нам не нравится. and we don't like it. Я буду честно. And I'll be honest, Это нам не we нравится, don't like потому it, что это слишком личное трогаю. because it's too personal. Мою персональную жизнь, физическую. My personal, physical life. И эта суета-сует, к сожалению, порабощает людей. And this vanity, it takes over people Я very не буду often. все это перечитывать. And I won't read all of this. Есть еще вторая уважительная причина. There are other reasons, Это valid из этой же reasons. притчи. And it's from this proverb. Другой сказал, я купил 5 пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. It says, another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. Это что, плохо волы покупать? Аж 5? Нормально. Хоть Is it- 10 покупай. Is it bad to buy those ox? No, it's not. Если Buy 10. имеешь 20, купи. If you need 20, buy them. Здесь речь идет о работе, о бизнесе, о деньгах, о материальной стороне нашей жизни. And here we're talking about work, business, money, and the material side of life. Если к этому перестать правильно относиться, And if- посвящению не будет места в жизни никогда. And if we don't have the right attitudes towards this, we are never going to have dedication. Ну, у нас есть объяснение этому. But we have an Но explanation. ведь же за все отвечает серебро. But we owe money for everything. Но ведь же Библия говорит, Павел говорит, мы завещали вам, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. And Paul says that those who don't want to work, you don't eat. Все на своем месте. Everything is in its И place. когда мы говорим о работе, о бизнесе, о деньгах, о материальной стороне нашей жизни, я вам хочу сказать, And when we talk about our work, our business, this is what I want to say. для многих людей посвящение потеряно из-за этой причины. For many people, they have lost their dedication because of this Это reason. должно быть. We have to have Без this. этого правда, что если не хочешь работать, то не ешь. It's true that if you don't work, you don't eat. Это правда, что деньги отвечают за все в нашей жизни. It's true that money is responsible for everything in our lives. Но я буду говорить как есть. But I'm going to say how it is. Когда люди When people, поменяли посвящение на это, when they have exchanged their dedication for или this, другими словами, мягче скажу, or in other words, softer, когда из-за этого у них нету посвящения, when because of this, they don't have dedication, они отказались даже от того малого, что делали для Бога. they have denied even that small thing that they did for И я God. говорю то, что вижу. I am saying what I see. Я не говорю сейчас прямо у нас, вообще в целом в христианском мире. I'm not saying specifically about us. I mean even in the Christian К world. сожалению, и у нас есть такие And unfortunately, we факты. have those kind of people among us as well. Когда люди ради работы, ради бизнеса, ради денег, материальной стороны жизни, надо все это, 100%.
When for the но sake теряют посвящение. When for the sake of work, of business, of money, of the material side of life, yes, we need all of this, but they lose their dedication. То, что я сейчас скажу, звучит странно. Вы меня не примете после этого, возможно, чтобы понять до конца, но это не мой взгляд. And I know this sounds strange. You may not accept me after you hear this, but this is not my opinion. Христианин A Christian, настоящий, a true который Christian, желает быть посвященным, who desires to be выполнить свое dedicated, призвание. to fulfill his calling. И этот вопрос в жизни должен решать через призму посвящения. Even this decision must be made through that dedication. Абсолютно. Absolutely. Абсолютно. Absolutely. Я помню, когда в 90-е годы зарождались бизнесы, первые такие коммерческие предприятия в Белоруссии. I remember in the 90s when there were many businesses, commercial businesses that were being built in Belarus. Ко мне пришел один мой хороший друг, знакомый, который открыл частный бизнес. And I had a very good friend who approached me who had built a Он мне говорит, business. хочу с тобой посоветоваться. And he said, I wanted to ask your advice. Самый большой доход в моем магазине, что я открыл, дают сигареты и водка, вино. The greatest income that I receive from that store is vodka and cigarettes. Если я это буду торговать, этим продавать, если это будет работать, это будет большим доходом для меня. If I am going to keep selling this and keep doing this business, it will be a great income for me. Помоги решить, как быть. Help me to make a decision. Я ему сказал, I told him, в твоей жизни, если ты христианин, in your life, if you're a Christian, все, даже твоя работа, даже твой бизнес, твои деньги, материальная сторона твоей жизни должна на первом месте решаться через призму того, что ты христианин. everything, all of your work, all of your business, all of your money, it must be made through the Но dedication. ведь же через дорогу бизнесмен неверующий будет иметь гораздо больше дохода, чем я. But right across from me, that person is going to have so much bigger income than I will. Может быть. Maybe. Но если ты христианин, But if you're a Christian, то в твоей жизни все, помните, вопросы я вначале говорил, должны решаться через эту призму. then remember, every decision that we make in our life needs to be decided through this. Я буду откровенен. And I'll be honest, Многие христиане так не решают many вопросы. Christians don't make decisions this Они way. решают сперва этот вопрос. First, they decide this question, А потом уже там христианство где-то я припишу. and only then they add the Christianity into Посвященность, their life. призвание где-то я попытаюсь пристроить, если получится, а если нет, то и не надо. This dedication, this calling, I will try to fit it into my life. При этом сказал Христос, смотрите, берегитесь любостяжания. Вы думаете, это к неверующим? Это к нам. And listen to what Jesus says. Watch out, be on your guard against all kinds of greed. You think that's towards non-Christians? That's towards us. Это в лоб. It's right очень directly прямо. into your forehead. Это мне не нравится, если честно уж говорить. I don't like talking about this. Если бы мне была возможность, мне кажется, я бы так не говорил прямо. If I had an opportunity, I wouldn't speak so Жизнь directly. человека не зависит от изобилия его имения. The life does not consist in abundance of Потом, помните, possessions. притчу рассказывает про одного человека, у которого хороший бизнес удался. And you remember he tells a story of the parable of a man who had a really good business Как он неправильно отреагировал на все, что он имел. and how he incorrectly reacted to what he had. Помните, чем все закончилось? And you remember how everything ended. А в этой притче к этому безумному, богатому, успешному человеку было такое строгое обращение. In this parable, to this rich man, this rich, successful man, it was such a direct word. И это вторая причина, уважительная в кавычках, из-за которой люди теряют посвящение. And that's the second reason, or valid reason, quote unquote, why people lose their Объясняют это dedication. всеми нуждами, заботами, то, что наша жизнь отвечает серебро, и я с этим согласен на все 120%. They explain that, everything, you need to pay money for everything, I have to work, so on and so Но forth. And только I я agree не with знаю, this. как мы будем отвечать перед Богом о нашем посвящении и призвании, ссылаясь на наши сегодняшние объяснения. But how are we going to answer before God based off of our lack of dedication off of these reasons? Я сказал, говорить об этом тяжело, I said it's hard to talk about this, но это нужно. but it's needed. Многие люди теряют посвящение из-за всех этих вещей. Many people lose their dedication because of these И reasons. третья причина. And the third reason, Семья и семейные обстоятельства, женитьба и замужество. marriage, family circumstances. Помните, третий сказал, я женился, потому не могу прийти. Remember, the third said, I just got married, so I can't come. Как пастор я вам скажу, As a pastor, I will tell you, очень многие люди потеряли посвящение, когда женились и вышли замуж. very many people lost their dedication when they got married. И так красиво списали это на семью. And so beautifully, they just threw marriage under the bus. А это ж святое, ты ж нас сам сочитывал. You did our wedding. This is so holy. У нас есть даже тексты из Библии. We even have texts from the Bible. Если кто о своих, особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного.
Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Чтобы мы все другие места из Библии так знали, как это. So it would be so nice if we knew other parts of the Bible as well as we know Или this one. помните, женатый заботится о мирском, как угодить жене, замужняя о мирском, как угодить мужу. And you remember it says that a married man is concerned about the affairs of this world, how to please his wife, and vice versa. Семья — это здорово. Family is great. Женитьба и замужество — это надо. Marriage is needed. Но с точки зрения посвящения это никогда не должно стать причиной посвящения не иметь. But from the point of dedication, we can never use this as a reason not to be Это dedicated. огромная ошибка. Списать. Я не могу быть посвященным, я не могу войти в свое призвание, потому что я семейная или семейный человек. It's a great mistake to say, I cannot enter into my calling, I cannot be called into ministry because of marriage. Списать на то, что я таким образом не буду пектись о семье. To blame the fact and to say that I have to take care of my В family. смысле, ты хочешь сказать, чтобы посвящение Богу тебе закроет возможность пектись о семье? What do you mean? Your dedication to God is not going to let you take care of your family? Кто этому научил? Who taught you that? Откуда многие люди такое взяли? Where have people gotten this Почему message? многие люди семейные списали на это и спокойно сели и забыли, что такое посвящение? Why do so many people that have families have written this off and have sat in the back and not been dedicated? Послушайте, как в первых двух случаях, которые я только что говорил, где Христос прямо в лоб говорил, простите за такое выражение, очень, может быть, прямолинейно, чтобы отрезвить, что это неправильно так мыслить. And so when we spoke about the other two reasons where Jesus clearly, directly, very into our forehead spoke and said that you can't do this. Помните про заботы, наши мечты, цели, суету всю нашу. You remember our dreams, our goals, everything. Про нашу работу, про наш бизнес, деньги и все остальное. About our work, business, our money. Точно так и здесь, про эту третью причину. And the same thing for this reason. Луки 14:26. Luke 14:26. Вообще нам не нравятся эти тексты из Библии. We don't like these verses in the Bible. Давайте прочтем. Let's read it. Это же Евангелие. It's the Bible. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, при том и самой жизни, тот не может быть моим учеником. If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my Вы скажете, disciple. это не каноническая Библия, наверное. You want to say that the Bible may Нет, be это wrong here. каноническая Библия. This is a different version of Это the Bible. Лука писал, врач, это очень детальный человек. This Luke wrote this. He's a very detail-oriented Он person. написал точно, как сказал Христос. He wrote exactly what Christ Христос, said. что ты такое говоришь? Christ, what are you saying? Ты что про семью говоришь? Why are you talking about family? Наверное, проблема, потому что люди списывали на семьи, нужно было сказать так слишком остро. Maybe Jesus had to say it so directly because people were using family as a reason. Потому что и сегодня люди списывают на попечение домашних, о семье, о детках, о женах и о мужьях так, что посвящению нет места. Because even today, people use that as a reason, their families, to not have dedication. Я буду решать все эти свои вопросы, I will make all of these потому decisions. что же я муж, я жена. Because I'm a husband, I'm a wife. Послушайте, драгоценные сестры и братья, Listen, my dear brothers and sisters, если мы все так будем смотреть на посвящение через эту призму, if we all look through the prism of this, то of все, кто dedication, женатые, если бы сейчас встали, then if all the married family people would stand, мы будем сказать, а и что дальше, как мы будем жить? we would say, how will we continue on? Не будет кому петь? There won't be anyone to sing. Пастор тоже женатый, значит, тоже давайте отправим его, пусть там. Pastor is also married. Let's send him off. У нас бы не было возможности к посвящению, если бы мы так рассматривали посвящение через такую уважительную We причину. wouldn't have had any dedicated people if we had this view of dedication through this prism. Это только красивое, в кавычках, объяснение очень многих людей. It's a beautiful quote-unquote explanation of these На people. самом деле это просто прикрытие. But in reality, it's just a Я хочу cover-up. сказать тебе и мне, I want to say to me and you, мне первому, me first, тебе второму, you second, семейные люди, family people, жены и мужья, husbands and wives. это не причина, This is not a чтобы reason не быть в призвании и не быть посвященным. for you not to be in your И dedication, не in your надо calling. показывать на семью And don't point a finger at и your говорить, family это моя причина, из-за чего я не посвящен. and say, this is the reason I'm not Потому dedicated. что мне надо о них Because I позаботиться. have to take care of them. Я вам честно скажу, как пастор, I'm going to be honest to you. я видел многих людей, которые заботились I've seen many people who have taken care of their families и дозаботились. and there was no result. Я не знаю, как это по-английски сказать. There was no result. Правда. It's true. Правда. It's true.
тяжелая пища. Меню тяжелое сегодня. It's hard food. The menu today is very hard. Но это то состояние, которое не всегда возможно объяснить и даже понять. But it's the state that you cannot come to understand. Это не салатик духовный. This isn't a spiritual salad. Это проповедь, после которой хочется спорить. This is a sermon in which you want to argue Это afterwards. проповедь, после которой хочется объяснять, почему я не посвящен. This is a sermon where you want to give a reason why I'm not И dedicated. как только мы начинаем это объяснять, у нас эти 3 причины обязательно будут культивироваться. And as soon as we try to explain, these 3 reasons will come up. Обязательно. Absolutely. Это почему Павла не могли уговорить. That's why they couldn't convince Paul. Не могли понять его посвященность. They couldn't understand his dedication. Павел, да на твоем месте, да любой бы сейчас уже бы, не знаю, уже поступил бы не так. Paul, anybody else in your place would act differently. А он бы так примерно ответил. А я посмотрел на это сквозь призму своего призвания и посвящения. But he would answer and he said, I have looked at this through the prism of my dedication. Это моя самоотдача, самопожертвование, самоотверженность. Это преданность, погруженность в то, что я делаю, верность, отделенность. Это лишение ради приобретения. Это цена, которую я плачу. It is my self-surrender, self-sacrifice, selflessness, devotion, immersion, loyalty, separation, deprivation for the sake of gain, my price and my purpose. Я прочитал, я этим закончу, историю в одной мусульманской стране. Один, как его, мусульманский священник Иман, да? Иман. Мусульманский священник Иман в одной мусульманской стране призвал граждан этой страны или людей, к которым он обратился, для того, чтобы они посвятили себя для выполнения исламских целей. And so I'm going to finish with the story. There was a Muslim prophet, Iman, that had called every single person of his country, it was a Muslim country, to dedicate themselves. Я был в шоке. And I was shocked. За 4 часа In 4 hours, после призыва Имана after the call of Iman, 7,000 мусульман 7,000 Muslims подписали свое согласие быть посвященным в то дело, которому он позвал. signed their yes, that they will be dedicated to what he has called Я to. просто подумал, I just thought, если бы мне пришлось призывать what if I would have to call пастору христианской церкви, the pastor of a Christian church? за 4 часа 7,000 собрал бы? Would I be able to gather 7,000 in 4 Эти hours? люди идут на неверное, но с таким посвящением. These people are following something that is not right, but with such dedication. Нас на верный подвиг поднять тяжело бывает. But for us, for the sake of faith, it's difficult to raise us up. У нас есть свои причины. We have our reasons. Братья и сестры, я заканчиваю. Хочу позвать вас к тому, Brothers and sisters, as I finish, I want to call you чтобы в вашей жизни вы всегда и все рассматривали обязательно через эту призму. so that in your life, you may look at everything in your life through this prism of Это очень dedication. важно. This is very important. Об этом надо напоминать нам друг другу. We have to remind each other of this. С этим мы сталкиваемся чуть ли не каждый день. We encounter this on a daily basis. И пусть Бог нас благословит. And may God bless us.